Всем привет, с вами Ольга Старшая. И сегодня я буду делать, вы никогда не поверите, что. Это навеяло мне предыдущим видео идею эту. Я не знаю, что получится, но мне захотелось сделать, отгадайте, что. Можете написать в комментариях, поставить на паузу и написать в комментариях. Мне захотелось сделать пачку чипсов. В общем, я видела в этом, как его, в макапах пачку чипсов. И это прикольно. И я подумала, что это то, что можно было бы классно сделать в Style 3D. Сейчас я поищу немножечко, посмотрю примерно размеры пачки чипсов и вернусь к вам. Для вас это секунда, а для меня не знаю сколько времени. Итак, я узнала размеры пачки чипсов. Это 23 на 34,5. Давайте, не затягивая, попробуем, чтобы я не успела забыть. Так, 23 на 34,5. Опа. Так, вот такая у нас пачечка. Замечательно. Для начала я пошью не саму пачку, а ее наполнение. Давайте я вот этот квадратик с пачкой пока заморожу. Сделаем мы наполнение. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, мне нужно сделать следующее. Я бы хотела уменьшить ее сантиметра на 4. Угу. Так, Ctrl-C, Ctrl-V. Так. Как нам поступить? Оу. Ага. Так. Быстренько сшиваем. Ну-ка, отморозим это. Это пусть примороженное будет. Так. Теперь сделаем так. Это чтобы у нас ничего не конфликтовало. Дальше. Можно, в принципе, все это можно пока положить. Так. Ага. Размораживаем. И поскольку это все-таки наполнение, то надо его надуть. Так, что у нас тут? Давайте на... Что происходит? Так, супер. Нам бы еще, знаете, что сделать? Не положить его. Я бы, наверное... хотя пофигу. Так, что нам надо? Нам надо, чтобы у нас была квадратная сетка и маленький партикл. Я предпочитаю работать на 5. Так что не забываем. Еще раз. Так, супер. Наполнение готово. Хотя само наполнение можно и не делать прям такого маленького партикла. Нам, возможно, какая-то угловатость даже будет еще и лучше. Что еще я могу сделать? Знаете что? Нам, наверное, нафиг не нужно, чтобы у пачки, у наполнения было... Давайте засмузим углы на 5, например.
Так, я, как всегда, забыла сделать инстанс. Поэтому, знаете что, я вот это уберу. Smooth Curve. Вместо того, чтобы сделать инстанс, я... Отлично. Так, давайте склонируем. Инстанс паттерн. Так. Я вот это заморожу. Вот это я... переверну, подвинем сюда, опустим вниз, и можно сшить. Так. Главное, швы зеркально сделать. Отлично. Угу. Все, наполнение готово. Так, теперь разбираемся с нашей пачкой. Знаете что? Наверное, нам надо было сделать еще и вот здесь вот где-то на сантиметр меньше. Подушечку нашу эту, наполнитель наш. Потому что... Ну-ка я поставлю назад 5, что будет. Дефолт фабрик. Знаете, что нам надо сделать? Нам просто надо сделать какую-то текстуру сейчас. Ой, пресет ткани с... Так. Полиэстер. Это не то. Нейлон. Что такое? Стретч, твил, не то. Ну-ка. О! Смотрите, какой мятый. Супер! Просто вообще великолепно. Супер. Подушечка как надо. Так, с подушечкой замораживаем. Немножечко приподнимаем. Где-то центрируем ее сюда. Вот это отмораживаем. Поворачиваем. Позиционируем где-то над подушкой. Так, супер. Поскольку я хочу, чтобы пачка моя была цельная. Кстати, подушка у меня достаточно слишком надутая. Давайте я поставлю на 3. И... Так, на 3 это тоже много, на 2. Что происходит? Так, не поставилось. Так, много. О, это больше похоже. Поднимаем. Дайте-ка это заморожу, это немножечко опустим. Все. Пачка у нас готова. Так, это размораживаем. Теперь, значит, 23, да? Угу. 23 разделить пополам, это сколько? Это 11,5. Мне нужно сделать следующее. Мы откладываем здесь 11,5. Так. Так. Internal line тоже create. Супер. Значит, но это еще не все. Нам нужно еще здесь отложить по... Да, наверное, 2 сантиметра. И тоже создаем internal line. Окей. Теперь для начала размораживаем и даем ей просимулироваться.
чтобы оно как бы, да, покрыло. Ага, супер. Так, супер. Пачка у нас покрыла это. Хорошо, теперь сшиваем. Это с этим, это с этим. Давайте сошьем. Супер, сшилось. Теперь выставим швы. Так, это тюрнет. Это и так тюрнет. Отлично. Теперь что мы с чем сшиваем? Сначала сшиваем вот эти штучки. А знаете, чтобы нам по 2 раза вот этим не заниматься, мы можем сделать следующее. Так, убираем вот это. Так, Unlock All, Ctrl-F2, отлично. Так, угу. Так, чтобы нам швами не заниматься по 10 раз, мы сделаем зеркало. Угу. Еще раз симулируем. Да, и давайте сразу поставим Set Sublime. Так, все. Здесь все окей. Супер. Только не окей. Вот тут надо тюрнуть. Поскольку у нас это симметрично, нам нужно настроить только в одном месте. Так, и здесь у нас швы улетели. И это тоже тюрнут. Отлично. Так, у нашей ткани должна быть какая-то маленькая толщина. Она у нас маленькая. Супер. Поскольку это пластик, прям микроны. И еще у нашей ткани, нет, не у нашей ткани, у наших кусочков, вот у этих должно быть тоже там микрон, буквально коллизия. Теперь, что мы с чем сшиваем? Давайте сделаем. Значит, сшиваем М. Так, N. Это сюда. Это сюда. Смотрим. Отлично. Это должно быть тюрнет. Так, сшить мы сшили, но это же не все. Все ок. Так, теперь наша задача свертеть вот здесь вот швы и что-то к чему-то пришить. Например, мы можем пришить вот это место вот сюда. Да. И вот это наш шов такой. Так, это еще не все. Нам нужно у этого всего сделать так, 2 сантиметра, 1 дефолт, окей. И повторить все те же операции сшивания. Это мы с этим сшиваем. Это мы сшиваем с этим. Угу. Так, тюрнет. Тюрнет. Что нам еще надо сделать? Сейчас будем настраивать шовчики. Мы сделаем это внутреннее или наружнее? Наоборот, здесь наружнее. Значит, здесь 230.
Здесь 150. Угу. На что-то похоже. Ладно, еще что надо сделать? Еще вот здесь вообще у всех этих надо поставить fold rendering и realistic fold. Так. Так. Да? Да. Дальше. Пришло время настроить немножко нашу ткань. У нашей ткани не должно быть стретча и бендинга. Нет, бендинг отвечает за вот это вот надо, за помятость. А вот стретча вообще не должно быть. Супер. Так, теперь смотрите, что еще у нас происходит. У нас как бы... А что у нас, давление здесь поставлено? Нет. Давления нету. Но почему-то... Так. Еще раз проверяем. Все швы должны быть тюрнут. Значит, не все были тюрнут. Для того, чтобы у нас хорошо сшилось вот это вот все. Мне нужно... Мне нужно сделать... Так, берем... Давайте я сделаю так. Add internal isoline. 2 миллиметра, например. И 9 штук. Супер. Теперь надо бы нам все это посшивать. Точно так же, как мы сшивали супер. И вот это. Отлично. Так, вот такая у нас история получилась. Угу. В принципе, я тут больше ничего делать не хочу. Как бы... Давайте я это отморожу. Ой. Давайте все это положим сюда. Допустим, move to ground. Так. Еще раз просимулируем. И что у нас тут? Мне не очень нравятся эти швы. Вернее, не швы, а вот то, что... Давайте я сделаю это 160, например. А то оно прям очень сильно. И еще моментик. Поскольку у нас тут ткань нацеплена, то давайте выставим здесь побольше давления. Потому что оно и так хорошо. Так,
А за что у меня швы держались? Непонятно, ну ладно. Так, вот что. Понятно. Все. И так супер. Короче. Теперь нам нужно сделать материал, чтобы пачка смотрелась как-то это. Ну, для начала. Это должно быть, пачка должна быть металлической. Это раз. Второе, надо подобрать еще таки какой-то материал. Так. Пум-пум-пум-пум. Стоять. Давайте-ка я сделаю вот что. Это Shift-Q деактивировать. И я бы сделала бы сюда какой-то другой материал. Что бы тут за материал такой сделать? Физические свойства. Какое-нибудь белье. Давайте чуть-чуть приподнимем. Заморозим. Это приподнимем. Сверху. На этом как-то. Так. Сейчас еще один маленький моментик поправим, который мне не нравится. Это отмораживаем. Пусть падает. Можем внутри сделать его. Так. Ну, вроде бы пачка готова, но мне не очень нравится. Знаете что? Давайте попробуем сделать тут. Что это у нас тут? Давайте 10 и попробуем сделать это из треугольников, чтобы оно там торчало прям. Угу. На что-то похоже. Так. Фабрик. Стретч нету. Бендинг немножечко. Сгладить. Не такая уж она должна быть мятая, эта пачка. Меня это все устраивает. Так. Ага. Так, мы еще можем... Так, эта пачка слишком сильно надута получилась. Давайте еще раз я уберу. До 1,5, например. Так, и какой это у меня вот этот фабрик, да? Так, а что у нас тут за катон, канвас, допустим? Так, знаете, что я хочу сделать? Давайте-ка я его надую прям очень сильно. А теперь сдую до единицы. Нам пачка чипсов не такая уж прям нужна. Так, что у меня там с бендингом? Это у нас фойл. Так, фойл. Да, давайте не очень большой бендинг. А вот здесь вообще пофигу, какой бендинг.
Стретча тут тоже не должно быть. Ну, в целом... Так, наверное, это слишком. Ну-ка. Так, сначала надуем. Потом уберем это, потом сдуем. И пусть будет какая-то угловатость, что ли. Так, еще раз. Угу. Так, еще раз вот это. И давайте чуть-чуть уроним ее с высоты. Может, ее там в воздухе немного разопрет. Ну и супер. В общем, такая у нас получается пачка. Давайте я это положу так. Вот и вся наша красота. Можно экспортировать куда-нибудь в какой-нибудь этот, не знаю, в блендер, куда хотите. И делать с этой пачкой, что хотите. Так, тут ее немного корежит. Мэш. Давайте сделаем экстраколлизию где-то на 2. No, давайте 1 миллиметр. Тогда есть еще вариант. У этого всего дела сделать subdivision на 20 хватит. О, стабилизировалась. Так, и экстра коллизию туда вернуть. Так, отлично. Здесь что? И здесь вроде тоже отлично. Все. Вот такая у нас пачка получилась. Всем спасибо за внимание. Всем, кто досмотрел. Всем пока.